Я живу в этой квартире 8 лет. Я знаю в ней каждую дверь. Их 4. Входная, ванная, спальня, кладовка. Сегодня утром их стало 5. Пятая появилась в коридоре между ванной и спальней. Там, где всегда была глухая стена. Теперь дверь. Гладкая, выкрашенная в тот же цвет, что и стены, но без единой царапины, будто ее никто никогда не касался. Без ручки. Только замочная скважина, из которой тянет холодом, сырым, подвальным. Хотя подо мной 3 этажа соседей, а никакого подвала. Я не сошел с ума. Я сфотографировал ее. На фото она есть. Я позвонил в управляющую компанию, и мне сказали, что у меня однокомнатная, что никакой ниши в коридоре по плану нет и быть не может. Я стоял и смотрел на дверь, которой по всем документам не существует. И знаете, что я сделал? То, что сделал бы любой. Я приложил к ней ладонь. Просто чтобы понять, теплая она, холодная, настоящая ли вообще. Дерево оказалось ледяным. А потом с той стороны кто-то приложил ладонь. Ровно туда же, в ту же точку, где была моя. Я почувствовал, как под моими пальцами дрогнуло дерево. Я живу один. Но за дверью, которой еще вчера не было, кто-то стоял вплотную и ждал, когда я дотронусь. Я отдернул руку и отошел. Сказал себе: сквозняк, усадка дома, старая стена, которую я просто раньше не замечал. 8 лет не замечал дверь в собственном коридоре. Да, очень убедительно. Я запер входную на все замки и лег спать. Ночью я проснулся от звука воды. В ванной кто-то открыл кран. Я лежал и слушал, как льется вода, как ее потом закрыли, как скрипнули краны, с той самой паузой на середине, с какой закрываю их только я. Потом шаги по коридору. Босые, спокойные. Они дошли до спальни, и половица у самой двери скрипнула так, как она скрипит, когда ночью иду на кухню я. Я не дышал. Шаги остановились за моей дверью. И я услышал, как за ней кто-то стоит и дышит. Ровно, устало, как дышит человек у себя дома перед сном. Утром спальня была пуста. Но кружка на кухне была теплой. В ней остывал кофе, который я не варил. В тот день я понял вот что. За 5-й дверью кто-то не просто живет. Он живет мою жизнь. Повторяет ее на шаг позади. Моет посуду, которую я вымыл. Ложится в кровати, с которой я встал. Допивает кофе, который я не успел. И с каждым днем этот шаг становится короче. Я стал замечать мелочи. Тапки у кровати развернуты не так, как я их ставлю. Полотенце перевешено на соседний крючок. Книга на полке корешком внутрь. Мелочи, на которые не пожалуешься никому. У меня дома кто-то аккуратно живет правильнее меня. Это не звучит нигде, кроме моей головы. А на 5-й двери за ночь проступили буквы. Мелом по гладкой краске. Список дел на день. Купить хлеб, позвонить матери, поменять лампочку в коридоре. Мой почерк. Мои дела. Я такого списка не писал. Но все, что в нем стояло, я в тот день сделал. Не потому, что помнил, а потому, что там было написано. Я решил, что хватит. Не лезть в 5-ю дверь, а просто уйти. Собрать сумку, снять номер, переждать эту чертовщину в другом месте. Я взял ключи и открыл входную дверь. За входной дверью не было подъезда. За ней был мой коридор. Тот же самый. Ванная, спальня, кладовка и 5-я дверь между ними. Я стоял на пороге своей квартиры и смотрел внутрь своей же квартиры. Только все было чуть-чуть не так. Выключатель на ладонь ниже. Обои те же, но шов в другом месте. Как будто кто-то построил мой дом заново по памяти и в паре мест ошибся. Я захлопнул дверь. Открыл снова. Опять коридор. Опять мир, смещенный на пару сантиметров. Я открывал ее 10-20 раз. И каждый раз за порогом была моя квартира. Все дальше и дальше от настоящей. Подъезд исчез. Улица исчезла. Дом сложился сам в себя, как отражение между 2 зеркалами. И я оказался где-то в глубине этого коридора коридоров. Не сразу, но я понял, как это устроено.
Обычные двери, входная, ванная, спальня, больше не ведут наружу. Каждая ведет в следующую копию моей квартиры, смещенную на пару сантиметров. Открываешь, уходишь на шаг глубже. Захлопнул. За ней уже не та комната, из которой ты вышел, а новая. Наружу, домой, к подъезду, к улице ведет только одна дверь. 5-я. Та, у которой нет ручки. И только тогда до меня дошло, кто все это время был за ней. Не чужой. Я. Настоящий я. Тот, что остался в настоящей квартире. Это он моет посуду, ложится в мою кровать, пишет список мелом. Он живет мою жизнь не потому, что копирует меня. Он живет ее, потому что она его. А я – тот, кого 5-я дверь в первую же ночь тихо утянула на свою сторону. Когда я приложил ладонь, а с той стороны мне ответили, вот тогда все и случилось. Я думал, я касаюсь двери. На самом деле я переступал порог. Вот как отсюда выйти. 5-ю дверь можно открыть только взаимным касанием, ладонь к ладони через дерево с обеих сторон разом. И такой миг был. Ровно один. Та самая первая ночь, когда с той стороны прижали руку к моей. Тогда дверь была готова открыться. Тогда я стоял в 2 сантиметрах от дома и, испугавшись, отдернул руку. Я сам оттолкнул единственный выход. Сегодня на двери новый список. Мой почерк, мои дела. Последний пункт – приложить ладонь к 5-й двери. Список еще ни разу не ошибся. И понимая, что это скорее всего уже впустую, я все равно тянусь к холодному дереву. А вдруг? Вдруг с той стороны снова окажется рука. Я приложил ладонь. И ждал, что дерево дрогнет, как в ту первую ночь. Ждал, что кто-то прижмет руку к моей. Но с той стороны тишина. Пусто. Настоящий я давно живет дальше. Моет посуду, ложится спать. Допивает свой кофе там, у себя, где есть окно и улица. Он не стоит у этой двери. Ему незачем. Он дома. В этом весь ужас. Дверь домой существует. Она в 2 шагах. Открыть ее можно, но только вдвоем. А второй уже ушел жить мою жизнь. Мой единственный шанс длился 1 ночь, и я потратил его на то, чтобы отдернуть руку. Больше руки с той стороны не будет. Никогда. А дом вокруг все достраивается. Вчера дверей было 6, сегодня 7. Комната за комнатой, копия за копией, и в каждой стынет кружка кофе, который я не варил. Я перестал считать, в которой из них нахожусь. Это уже не важно. Если ты досмотрел до конца, сделай одну вещь. Прямо сейчас посчитай двери в своей квартире. Запомни это число и напиши его в комментариях, чтобы потом было с чем сравнить. А если однажды утром их станет на 1 больше, не фотографируй, не звони, не проверяй. Не прикладывай к ней ладонь. Потому что стоит тебе коснуться и почувствовать ответ, ты уже по ту сторону. А обратно двери нет. Никогда не открывай дверь, которой вчера не было. Если этот коридор стал вам родным, оставайтесь. Архив старого коридора пополняется.